Всем привет! Вы на Флагман ТВ и с вами рубрика «Рыболовные фишки». Сегодня я вам расскажу о топ своих крючков, которые я использую в поплавочной ловле. Начнем с классики, для меня это классика, и в принципе для многих именно эта форма крючка такая считается классической. Я ее использую на, наверное, половине своих рыбалок, чаще всего. Пользуюсь вот этой серией Gamakatsu 1310. Я для наглядности взял просто маленький свой стандартный размер 18 и 10 размер, чтобы просто было видно и понятно, какая именно форма этого крючка. То есть для меня это такой золотой стандарт, с которого я начинаю практически все свои рыбалки. И дальше я уже начинаю смотреть по поведению, по засечке рыбы и по всему остальному, как она ее берет, охотно, неохотно. Потому что форма хоть и классическая, но вот, например, вес крючка иногда тоже играет достаточно такую серьезную и большую роль. Здесь все плавненько, нету никаких резких переходов, нету никаких загибов. То есть для меня это классическая форма крючка. Если говорить о размерной линейке именно этих крючков, то стандартом для меня является 18 и 16 номер, реже 14, потому что достаточно они крупные, эти крючки. Даже если посмотреть вот на 18, то он достаточно такой не мелкий. Не могу его назвать крупным крючком, но он не мелкий. Если у кого-то возникает сомнение, это маленькую рыбку ловить 18 номером крючка, я могу вас успокоить. Например, у меня рекорд по моему лещу это 2 килограмма 250 грамм. Я его ловил на поводок 208 именно с 18 размером крючка. Поэтому не пугайтесь, на 18 и 16 можно вывести практически любую рыбу. Просто не всегда это нужно, когда рыба активная, рыба крупная, тогда мы, конечно, укрупняемся. Но еще раз повторюсь, у этой модели у меня чаще всего это 18, 16 и реже 14 номер. То есть это половина моих рыбалок. Дальше следующая модель, которая мне понравилась тут последние 2 года, я ее ловлю, это Silverfish. На размер тоже не смотрите, это 12 номер. Опять же, я пользуюсь, вот этот крючок мне больше всего нравится в 16 размере. Я очень часто его использую. Он чем-то напоминает форму 13-10, но если присмотреться, у него цевье загнуто немножко к середине. И это, когда чуть-чуть крупнее крючок, 16 номер, лично мне кажется, что дополнительно удерживает рыбу и как-то меньше сходов получается. Когда рыба активная, она часто заглатывает крючок достаточно далеко, или губы, если у нее мягкие, то на стандартной форме, на классической форме крючка у нее больше шансов сойти, чем вот с этого загнутого немножко в середину крючка. Поэтому вот этот крючок мне нравится, но вот я его чаще всего использую именно в размере 16 номера. У него достаточно такая толстая проволока, и он не прорезает тонкие губы рыбы. То есть достаточно хорошо фиксирует рыбу на крючке. Следующий крючок это Silver Roach, то есть плотвиная серия. И в принципе вот я ее очень-очень часто использую на плотву. Чем отличие от Silverfish? Опять же, это все субъективно. Я сейчас рассказываю свои ощущения. То есть у него цевье чуть-чуть меньше, тоже идет загиб такой же, как у Silverfish. Но мне кажется что этот крючок немножко легче. И вот это незначительное изменение в весе крючка, оно дает нам возможность немножко по-другому подавать насадку в точку ловли.
Это иногда достаточно существенное отличие может быть в клеве при разной подаче насадки. С легким крючком более деликатная подача, более естественная подача, но и может быть в определенных случаях там большее количество сходов, потому что крючок легче, значит проволока тоньше, и он может больше разгибаться. Но этот крючок такой сбалансированный в принципе, его приходится немножко чаще менять на поводке, то есть, грубо говоря, там каждые 20 рыб там придется менять поводок. И если это мы говорим о каком-то спорте, а не просто о любительской рыбалке. На любительской рыбалке можно и одним отловиться. Тут будет все уже тоже зависеть от вашей подсечки, от вашего вываживания, как вы рыбу поднимаете там, или в подсаку заводите. Но этот крючок, мне кажется, такой более легкий, более деликатный, и я им тоже достаточно успешно пользуюсь. То есть вот, в принципе, и все. Это 3 моих основных топа крючков, которыми я пользуюсь 99% времени. Но есть же еще 1% времени, которым я провожу на рыбалке. И тут еще есть 2 модели крючков, которые я бы хотел вам показать и на которых остановиться. Иногда я ловлю и карпа на поплавок, поэтому карповые крючки должны быть более мощные, толстые и, я бы сказал, такие острые, потому что у карпа достаточно твердые губы и их нужно пробивать. Острота этого крючка, в принципе, достаточно хорошая, но если хороший клев и карпа много, я просто меняю эти поводки, эти крючки достаточно часто. То есть я ловлю 3, 4, 5 карпов и меняю крючок, потому что он острый, хороший, но за целый день он все-таки затупится и его уже будет хуже просекать, будет больше вероятность сходов. Но форма этого крючка и размер, это как раз 12 размер, на карпа подходит. То есть, если мы возьмем такую, знаете, какую-то классическую карповую фирму, там тот же Fox, 12 номер крючка у них будет очень огромный. А этот как раз сбалансированный такой размер, он мне очень нравится, потому что огромный крючок, он будет и топить нашу оснастку, и мы уже должны подстраиваться под сам крючок. Мне не нравится подстраивать оснастку под крючок, поэтому я выбрал для себя такой вариант. И карпа я ловлю именно на эту серию. Серия это у нас Power Carp. То есть еще не подводили. Единственный момент, что все-таки надо его менять немножко чаще, чем хотелось бы. То есть это то, что касается ловли карп. И теперь у меня еще есть одна такая, я не знаю, секретное мое оружие, когда рыба закрывает рот, когда ничего не помогает, не всякие изощрения с насадками, и когда надо утоньшиться по максимуму, вообще, все. Считайте, вы перепробовали все, и остается последний шанс. Этот последний шанс, эта серия крючков, это 26 номер, не пугайтесь, это самое тонкое, что есть в моем арсенале, но несколько раз оно меня спасало. Были как-то соревнования, мы ловили карася, карась был по 100 грамм, но он перестал клевать. Я поймал тогда на соревнованиях, у меня была основная леска 0,6 или 7, я уже не помню. Поводки были у меня 0,40 с чем-то, 0,040 с чем-то и 26 номер крючка. Я насаживал по 1-2 прикормочных мотыля. И мне это позволило поймать 3 с чем-то килограмма карасей. Это было больше, чем все остальные участники поймали на этих соревнованиях. Поэтому этот крючок, он практически ничего не весит. Когда вы одеваете даже самого мелкого мотыля, у вас отличите падение насадки с крючком и без крючка рыба практически не может. Он очень-очень легкий, он очень-очень тонкий.
Да, он будет разгибаться там практически каждую рыбу. Да, у него будет там покрытие стираться, и он будет там заметен для рыбы в воде. Но я считаю, что нужно иметь хотя бы одну пачку вот такого размера, может быть 24, может быть, ну вот у меня 26 размер, иметь в своем арсенале на те случаи, когда вот все, ничего не помогает, ну домой возвращаться без рыбы не хочется. Еще, конечно, есть нюанс. Намучаетесь, пока будете привязывать вот маленький крючок с тонкими лесками, но потратьте на это один вечер, пусть лежит у вас в поводочнице хотя бы 10 таких поводков, и ваши шансы уйти с рыбалки без рыбы, они упадут, а получить свой какой-нибудь улов у вас получится. Вот, в принципе, весь топ моих крючков, которыми я пользуюсь. Поводков у меня много, крючков у меня с собой всегда запасных много, но вот эти формы, модели и фирмы я использую практически на всех рыбалках. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк, в комментариях напишите, какими крючками пользуетесь вы, а чтобы не пропустить следующие выпуски, обязательно нажмите колокольчик. С вами был Дмитрий Барсук, до новых встреч на Флагман ТВ.